Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим, он злится на вас не на шутку, почему злится и что будет дальше. Задумайте мужчину, загадайте. Чем лучше задумаете, тем больше вероятности, что это будет ваше. Можете поставить смайлик, сердечко, цветочек, написать комментарий. А можете просто написать «принимаю», если видео понравилось, хотите, чтобы проигралось. Итак, давайте смотреть, какой мужчина к нам идет, кто он в этой истории, кто вы в этой истории. И давайте посмотрим ситуацию. Ситуация ваших отношений. Опять повторяется то же самое. Он у нас герой, а вы в обиде. Ладно. Что в ситуации? В ситуации тут, знаете, тут у вас мужчина, может быть, бывший. Проявился бывший, которого вы уже отпустили. Тут у кого-то могут проиграться рабочие отношения или отношения, знаете, ну, ходите в один спортклуб. Вот время от времени встречаетесь, хотите вы того или не хотите. Или просто объявился бывший, там насмотрелся ваших видео и решил попробовать начать все заново. Ну, тут да, тут хочет все прояснить, хочет опять наступить на те же грабли, да. Считает, что вы, в общем-то, требуете от него, или, возможно, что думал, что возврат будет легкий, а не тут-то было. Вам уже не очень-то и хочется его видеть. А он хочет все-таки понять, может он вернуться, не может, прощупывает почву. Скажем так, по дьяволу. Ну и вот смотрите, кто он в этих отношениях. Победитель. С одной стороны, с другой стороны, вот в этой колоде это фокусник. Это фокусник. То есть человек, который показывает фокусы, да, представление, ломает комедию, это представление, то есть это он показывает вам то, что вы хотите увидеть. Он хочет, чтобы ему рукоплескали, чтобы его хвалили, чтобы говорили, какой он замечательный и особенный. И тогда ему комфортно. Как только женщина перестает им восторгаться, тут же как бы у нас начинаются проблемы, потому что нам неинтересно. Мы не чувствуем себя пупом земли, скажем так. Да, маг. Маг. Шаг вперед и два назад. Хочу приходить, когда мне хочется, уходить, когда мне хочется, чтобы у меня все было, и мне ничего за это не было. Больше всего берегу свою свободу, ухожу в тишину, а потом возвращаюсь и надеюсь, что она меня встретит с распростертыми объятиями, да, как долго я тебя ждала. Да, и вот тут, да, тут у нас качели, тут у нас вернулся молчун. Ушел в тишину по-английски, и теперь решил вернуться, решил прийти. Но что-то вы его не ждете, что у вас... Вы обижены, вы не то чтобы... Даже не столько обижены, сколько надоело вам все это. Ну, что нового я от него услышу, что нового я увижу? Да ничего. Все как было, так и будет, да. Он опять придет, распустит хвост павлином, а потом, когда я успокоюсь и решу уже, что наши отношения наконец-то склеились, он опять уйдет в тишину. Да, я его люблю, но я так устала от этих вечных качелей, да. Я просто устала. Я включила наконец-то голову, отключила сердце. Да, я вижу, что он горцует вокруг и ищет повод встречи. Да, я знаю, что таких, как я, больше нет. И что как бы он не бегал, он все равно возвращается ко мне. Но мне это надоело. Я так больше не хочу. Я не хочу терять время, я не хочу терять силы, я не хочу терять и финансы какие-то, да. Жизнь проходит мимо, а я сижу в ожидании. Мне надоело. То есть мужчина пытается вернуться в отношения, а вы, пришел и пришел, ну, здравствуй, да. Уйдешь, ну, иди на все четыре стороны. То есть вы уже перегорели, вам надоело. Вы, возможно, сначала вы там метались в слезах, в соплях, да, звонили подругам, обрывали телефон, вот он пропал, вот я ему не нужна. А сейчас вот он пришел опять. И вы поняли, что не очень-то он вам уже и нужен. Что без него вам гораздо лучше, чем с ним. Ну, какая-то такая ситуация, чья, напишите. Чей мужчина, напишите, да, что действительно
Я вот так больше не хочу, да, особенно у кого там еще где-то болит, напишите, что я отпускаю тебя, допустим, да, эту фразу, это поможет вам все-таки каким-то образом дистанцироваться от этого красавца, да, чей у нас. Да и мне будет понятно, много ли девушек, в общем-то, с подобными ситуациями, правильно ли я читаю карты. Итак, чего же он на вас злится? Давайте посмотрим, чего он на вас злится. Да потому что вам все равно. Вам стало все равно, вы перестали в нем видеть тот цвет в окошке. Он рассчитывал на, знаете, вот такое вот эффектное возвращение. Может, назначил там свидание в каком-то ресторане, или там приехал там с букетом роз, да, или там еще что-то. А может быть, просто явился, как ни в чем не бывало, у каждого свое. А вы выставили границы. То есть свидание провалилось. Вот буквально башня и тройка кубков. То есть его эффектное возвращение закончилось ничем. И он разозлился, потому что он не ожидал такого приема, конечно же. Потому что вы стали выставлять границы. Вы хотите тишины и покоя в своем доме, и не очень-то вам уже нужен этот король Пентаклей. Потому что он растерян, теперь потерян, не знает, как себя вести. Знаете, вот сам оказался в том капкане, который приготовил вам. То есть он все время обесценивал ваши отношения, теперь их обесценили вы, и вы считаете, что это честно. Да, я не могу сказать по этим картам, что у вас совершенно прошли чувства. Нет, возможно, где-то вы еще его и любите, поэтому я и прошу вас написать эту фразу «я отпускаю тебя». Да, возможно, лишний раз проговаривая это, вы действительно сможете, или прописывая, быстрее оправиться от этой ситуации. Вы действительно настроены решительно, и вы решили его отпустить. А ему не нравится такая ваша реакция. Он теперь потерялся, он не знает, что ему делать. Вы его отзеркалили. Что еще? Ну да, она много на себя берет. Как это так? Я к ней, она не хочет меня видеть. Да вообще, как она вообще могла? Тоже мне звезда. Я к ней с любовью, она меня на порог не пустила, или она вообще никак не отреагировала. И это, конечно, его бесит и злит. Злится, потому что вам все равно, потому что вам пофиг. Потому что вы не хотите больше играть в эти игры. И что будет дальше? Как он будет дальше себя вести, да? Что у него там в чувствах по этому поводу? Давайте посмотрим. Но он надеется все-таки найти выход из ситуации. Он надеется, что ваше сердце смягчится, что это не конец, бесится, психует. Понял, что все изменилось. И что, как раньше было, уже не будет. Строит какие-то планы. Будет пытаться обманом как-то вас и скандалить будет, и обманывать будет. Будет пытаться, опять же, обратить ваше внимание на себя, чтобы ваши отношения продолжались, потому что они ему на самом деле нужны. То есть вы была та тихая гавань, в которую всегда можно было вернуться. А теперь он этого лишился. А любит ли он вас? Давайте посмотрим. Угу. Ну, вроде как и любит, но какой-то странной любовью, да. Вы ему нужны. Не, на самом деле, вы знаете, его полностью устраивали такие отношения, и он думал, что так будет всегда. И сейчас, когда вы повернулись к нему спиной, у него все-таки, знаете, а я же ее люблю, а я же без нее не могу, а я же думал, что будет так всегда, а как же так? Как куда же я без нее, да? Я не хочу уходить, а она закрывается. Мужчина будет очень страдать и очень нервничать и психовать, да? И, возможно, будет пытаться взять вас измором. А возвращаться вам туда же, наступать вам на те же грабли или нет, решать, конечно же, вам. Но тут, судя по ситуации, вы действительно отпустили уже эти моменты, и хоть и тяжело и сложно, но вы не хотите возвращать то же самое. А возможно ли изменить эти отношения? Давайте посмотрим. Повернуть по-другому.
Да, возможно. Да, возможно начать все, возможно начать все заново с чистого листа, но тогда вам надо держаться этой линии, да, что либо ты ведешь себя так, как я хочу, как нужно, как должно быть, либо мы с тобой расстаемся. Ну вот так, вот такой получился расклад. Пишите, как проигрывается. Всего хорошего. Пока-пока.